когда денег осталось на один автобусный билет, а друзья настаивают испытать удачу еще разок. Бедолага. Привет, народ! Соскучились по трэш-обзорам? Будет вам трэш-обзор и прямо сейчас. Поскольку фидбэка от вас не дождешься, как и предложений, пришлось выкручиваться самому. В рубрике «Про тесты фургонов» появятся два новых испытания. Довольно спорные, но если у вас есть предложение лучше, то я весь во внимание. За фургоны тоже отвечает Энн, ей дадим слово. Хай, ребята! Хай, злобный! Работодатель у меня большой оригинал. Выдал машину для тестов и велел два новых испытаний придумать. Можно подумать, что это легко. Ладно, что придумала, то предлагаю вам на просмотр. Готовы? Погнали! Это Vapid Minivan, машина класса фургон. Не имеет тюнингованной версии. Спавнится практически по всей карте. Разумеется, без таймингов. Из-за интересного то, что Бенни может переделать машину в заказной вариант. Но об этом в конце видео. Да начнутся тесты. Итак, вы приехали в магазин, а какой-то наглец занял приглянувшееся парковочное место. Давайте-ка подвинем его корыто. Разумеется, если мощности хватит. Хватило, но с большим трудом. Мощностью машинка не отличается. Хотя двигала малыша фута. Справилась и на том спасибо. Полный привод у фургона. Неплохо, Rockstar. Машина не отличается динамичностью разгона, да ей и не положено. В принципе, как не положено быть склонной к заносу. Но заносит ее часто. Особенно при выходе из поворота и при частом рулении. Ловить в такие моменты минивэн не получается. Управление с одной стороны довольно острое, характерное для машин с передним приводом. При этом, отреагировав на поворот руля, машина начинает поворачивать с какой-то странной задержкой. Ощущение похоже на управление грузовиков. Тяжесть какая-то. Змейку с небольшой амплитудой с трудом можно сделать. При высокой амплитуде это практически невозможно. Скорость не особо высокая, поэтому тормозов хватает в большинстве случаев. А вот второй и довольно спорный тест. Для чего нужен фургон? Чтобы возить грузы. Можно ли что-то погрузить в машину в GTA 5? Нет, значит будем грузить ботов. Даже если они против. Открываем багажник и начинаем грузить. Боты грузиться отказываются, даже без крышки багажника. Ну что же, для погрузки ботов, уж не знаю, зачем оно вам, машина не подходит. Минивэн как минивэн. Обычный семейный автомобиль. Дизайн насколько спокоен, настолько же безлик и скучен. Цена продажи невысокая, нет смысла искать машину для второстепенного фарма. Кстати, внешнего тюнинга нет вообще. Это семейный автомобиль, и ожидать от него каких-то выдающихся показателей было бы пределом оптимизма. Проехать от одной точки на карте до другой, да это он может. Но лучше выбрать что-то более быстрое и лучше управляемое. А вот возможность тюнинга у Бенни заслуживает внимания. Ох уж этот Бенни. Черная дыра для денег. Я немного в шоке от того, что придумала Энн с новыми тестами. Меня даже вызвали в департамент полиции Лос-Сантоса и вежливо поинтересовались, какого лешего мой сотрудник устроил бойни на пляже Веспуччи. А потом еще половину вечера отбивался от полицейских, в грубой форме выражая протест попыткам ее задержать. Спасибо Лестеру, толстый брат уладил вопрос. Но с Энн я позже поговорю. Вот бы она меня послушалась еще. Поэтому предложение к вам, друзья. Давайте немного утихомирим эту фурию. Поставьте 5 лайков под видео, и я сделаю отдельный видос с тюнингом минивэна у Бенни, с сюжетной частью как полагается. А машину потом подарим Энн. Вдруг подобреет. Но это не точно. И на этом у меня все. До новых встреч. Увидимся.